Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Что скоро случится, а возможно и неожиданно произойдет в ближайшие дни. Поставим с вами ориентир 31 декабря. Вот давайте узнаем, так что же там случится или произойдет в ближайшее время. И цыганский старинный пасьянс. События, опять же, ближайших дней, но именно карты цыганского старинного пасьянса рассказывают нам о событиях. Они, я бы сказала, даже наглядно показывают. Конечно, останемся реалистами, всегда к этому призываю, потому что хоть и объединяет один знак зодиака, а судьбы у каждого разные. Ну, давайте проясним обстановку, а я надеюсь искренне, что вы переложите назначение, метафору, карт, события вашей жизни и какие-то подсказки все-таки будут. Ну или мы с вами проведем приятное время. Так, будем смотреть. Что же там вам скажут карты? Для стрельцов в ближайшие дни семейное счастье. Конечно, знаете, очень емкое значение подкова. Раньше это был символ удачи. И, в принципе, это могут быть вопросы, которые касаются, к примеру, дома, точно, дома, жилье, недвижимость, у кого-то может быть банальный ремонт или генеральная уборка, почему нет, в ближайшие дни. Все же грядут рождественские праздники, новогодние праздники. Мы все пытаемся словно обновить нашу жизнь, да? Но это еще и взаимодействие с нашими домочадцами. Вот такие вопросы. Но оба значения, как я уже не соединяю, пусть останется подкова. Но вот этот костер, семейный очаг. Но вот все то, что для нас важно. Ух ты! У вас что-то более емкое. Вот, кстати, у нас еще дорога совпадает. Но тоже оставлю колчан со стрелами. У кого-то на кону переезд. Или куда-то поездка. Или, может быть, где вместе встретить, да, как собраться за одним столом с теми, кого мы любим, кто любит нас, кто нам близок, да, какие-то планы. Но колчан со стрелами, исполнение, полное желаний. Конечно, остаемся реалистами, потому что насколько полное, не берусь судить. Но смотрите, мои дорогие, ангел. Ангел словно наблюдает и за вами, и вообще доброе время для того, чтобы что-то для себя сделать очень хорошо. Ну, наверное, какая-то все равно, да, ложка дегтя в бочке с медом должна присутствовать. Ну, куда ты денешься? Будем опять же реалистами. Маска. Может быть, и вам, мои дорогие стрельцы, даже если вы за собой талантов лицедейства никогда не замечали, а все-таки держать маску за пазухой, ну, даже, можем сказать, карты нам рекомендуют. Люди делают то же самое. Есть, может быть, условно говоря, ну, вот как ваше общество, ближайшее окружение, которое может делиться на тех, кому можно доверять, а есть и те, которые надевают маски. И тут ведь знаете как, нам могут транслировать все, что угодно. И если человек имеет какой-то план, то он, скорее всего, будет использовать самые разные методы, лишь бы достичь вот того намерения и цели, которую он себе поставил. Поэтому кто-то может подумать, все средства хороши, а вы, люди, и ваша планета, управитель Юпитер, это провластная планета. То есть понимание какого-то порядка. Или то, что, ну, как бы принято, положено, имеется в виду, что какие-то, может быть, буквально, ну, как вселенский закон, да, вот мораль, может быть, и даже и так. Или когда буквально закон, мои дорогие, по закону это положено, но есть какой-то подзаконный акт, и кто-то пытается обойти. Вот смотрите, тут у каждого своя какая-то задумка. Поэтому, если вам транслируют что-то хорошее, нужно задать себе для начала вопрос, а зачем человеку это нужно? Тогда у нас реальность в другом формате, как будто мы видим. Но, тем не менее, у вас победа. У кого-то эта победа будет связана и с вот поездкой или путешествием, или с переездом. Но по колчану со стрелами тут как будто все сферы жизни приходят в гармонию. Здорово. Смотрим. Что тут нам еще расскажут и покажут?
Вот надо же как. Смотрите. Удивительный расклад у вас, мои дорогие. Кстати, в нашем прогнозе мы можем соединять значения в крайних рядах по горизонтали, по вертикали. Так вот, у вас совпадает голубь. Вот голубь, когда совпадает, рядом пусть маска. Ну, понятно, не прошляпить что-то, это всегда нужно. Но когда голубь выпадает, даже если у нас поначалу что-то идет криво, не получается, в целом это все равно гармоничное, либо продолжение дел, либо у вас получится что-то очень важное совершить, сделать, договориться, поехать, ну, у кого что. То есть в целом благополучный период для вас, мои дорогие стрельцы. Но у вас еще совпадает, смотрите. Вот я сказала, полное исполнение желаний. Это колчан со стрелами. А корабль – один из символов Меркурия, кстати. И это еще и поездки, перемещения, новые планы, перемены, мои дорогие. Но в данном пасьянсе это написано как исполнение желания одного. Поэтому у вас и желаний, и желания. И при этом какая-то может быть важный документ, важная бумага, важное соглашение. Или, может быть, это дорога для того, чтобы важную встречу какой-то, разговор, диалог. Ну вот действительно благополучие, даже если что-то идет не так. Но все равно держите маску и идите по ситуации, мои дорогие стрельцы. И тогда вы сумеете какие-то подводные камни, рифы, ну, просчитать или пусть прочувствовать. У нас с вами время такое, когда если мы только с позиции логики что-то оцениваем и здравого смысла, то ни в какие ворота не лезет. А вот если мы прислушиваемся к нашей душе, к мудрым подсказкам, нашей интуиции, то тут как раз может сложиться какой-то сложный пазл. Или, может быть, вы примете Соломоново решение по какому-то вопросу, и от этого только удвоите, утроите ваше благополучие. Ну, вот такие знаки. Давайте пойдем с вами дальше. Сейчас посмотрю еще, что мы можем соединить. По вертикали, по горизонтали. Ну да, вот я не вижу больше совпадений. Давайте узнаем. Если мы сказали, что скоро и неожиданно. Вот давайте, что же там скоро случится, произойдет в вашей жизни до 31 декабря? С чем это скоро или скорость будет связана? Ух, да какое-то важное событие будет либо через новость, а может быть и новость приходит, а потом ваше решение, а следом и решимость, и первый шаг по тузу огня, словно наша жизнь делится на период до и после. И знаете, как побудительный мотив, это именно информация. Может быть, тут, понимаете, тут вы и тайну можете о ком-то узнать. Семерка воздуха это где-то, если мы классические колоды, это карта хитрости и обмана или карта вора, хотя вора вот не прописано нигде, буквально. Но говорят, а если говорят, стало быть, где-то имело место быть, поэтому карты всегда призывают к вниманию. Может быть, и буквально нужно быть внимательным к сумочкам, портмоне, карманам, мои дорогие. Но, может быть, электронные кошельки, системы взаиморасчета, пароли к аккаунтам, какие-то папки, да, которые вы открываете. Вот здесь вот нельзя прошляпить какой-то момент, потому что, опять же, скрытый какой-то персонаж, который может говорить одно, или все же у нас цифровая эпоха. И вот этот пасьянс у меня без малого 40 лет. Представляете, это уже вообще так давно. Он у меня просто лежал без дела. Ну вот, как память о маме, которая мне его когда-то подарила. Так я к тому, что интернета не было тогда. Вообще мы об этом даже и не говорили. Может быть, он и был, ведь это создание Пентагона, мои дорогие, правда? И какой-то период, сам по себе интернет существовал очень давно. Но именно в общее пользование он был отпущен на волю значительно позже. Поэтому, с учетом нашей цифровой эпохи, это может быть какое-то общение, может быть даже онлайн, когда вы не знаете человека, вы его не видите. Будьте-ка вы внимательны. Вот это скоро. Но может и тайна какая-то открыться.
которая тоже будет для вас своего рода, ну, может быть, триггер, когда вы понимаете, что, ага, маска, я тебя знаю. Как будто тот человек, который, ну, с кем вы продолжаете общение или взаимодействует по какому-то для вас интересующему вопросу. Совсем не тот, за кого себя выдает. И это будет скоро. Вот смотрите, пятерка огня, я часто говорю, карта информационного хаоса. И правда, тут может быть, как и информационный хаос, вообще запаситесь терпением, потому что то, что мы будем слышать до конца апреля, где-то даже с заходом на май, не укладывается опять же в эти рамки. И наша задача доверяй, но проверяй. Вот, видимо, такой путь на несколько месяцев вперед, с заходом на 26-й год, карты вам уже говорят: прими вот это, и у тебя тогда меньше будет каких-то ошибок. То есть неважно, что нам обещают, могут не исполнить. Кстати, люди тоже иногда проходят, те, которые утром нам пообещали, а к вечеру о нас забыли, а то и к обеду. Или когда приходит какая-то разношерстная информация, а тем не менее ее нужно перепроверить. Может быть, из вороха информационного что-то одно, вот как этот туз огня, это будет ценное, но информации ворох, и нам как будто нужно перелопатить, да, или все просмотреть, перепроверить. Поэтому вот доверяй, но проверяй. Но какую-то правду вы как будто можете выудить. Король воды. Я, кстати, не исключаю, что с кем-то это будет связано именно по вопросам личной жизни. У кого-то это может быть и обратная ситуация, когда мы представляли человека себе в одном каком-то амплуа, скажем так, а тут вы узнаете, нет, может быть и думал что-то со знаком минус в отношении определенной персоны, а на самом деле человек ничего плохого не задумал, а это вот, ну, может быть такое проявление чувств или качеств характера, но камня за пазухой он не держал. И здесь наоборот, тот, кто был такой лояльный, на самом деле имел какой-то свой хитрый интерес, вот и все. Вот такие метаморфозы, как будто через чувства к вам приходит определение, мои дорогие. Вот, видимо, у кого-то это будет касаться, да, может быть, жизни личной, или в отношении кого-то из тех людей, которые вхожи в ваш дом. Вот буквально так. Или пусть это даже какие-то родственники, может быть, далекие родственники. Что-то вы такое можете узнать. Но такая же история может отчасти проиграться и в отношении работы. Может быть, какая-то метаморфоза на работе. Может быть, о ком-то тоже информация именно о персоне, с которой вы сталкиваетесь на работе. И вы тоже будете где-то думать, анализировать. Я не исключаю, что, допустим, для кого-то, может быть, в вашем окружении будет вопрос со знаком минус, но это словно освободится место для вас, мои дорогие стрельцы. И поэтому не поставьте себе, как, знаете, какую-то преграду в виде каких-то догм. Мне так не должно быть. Я не могу так поступить. Вот рассматривайте разные варианты. Ну, видимо, в скором времени какие-то все же либо информация, либо люди, либо ваши собственные решения, как будто не избежать. А что же неожиданно? Туз воды. Смотрите. Да и правда, тут радость у вас будет. И пусть вот эти два прекрасных значения исполнения желания «я» и желаний полное. Тут, конечно, у каждого в своем ключе. Но я бы сказала, для всех, мои дорогие стрельцы, будет что-то добро, весомо, хорошее в вашей жизни до 31 декабря. Потому что туз воды– это, конечно, карта радости, эмоций, это карта счастья. И у нас это, кстати, колода добра, которую прорисовала известная художник, таролог и психолог с большим стажем Колет Барон Рид. И когда-то вот этот символ, который изображен у нас на карте «Морской конек», он, как и ракушка, это, знаете, символ плодородия, это где-то символ возможного богатства, это наш успех, когда у нас, наверное, вот наше благополучие как-то идет в гору. Поэтому для кого-то это будет, может быть, вопрос, который касается чувств, а для кого-то все-таки это будет связано с работой. И у нас два туза у вас, мои дорогие. Туз воды и туз огня. А огонь– это все же больше деловая сфера. Пусть
но вовлечена и личная сфера, да, взаимоотношений. Ну, может быть, оформление какое-то или через документы. Вот все равно какое-то счастье. Буквально вот ангелы есть, которые и охраняют вас, ну и в вашем окружении. Ведь это большое дело, когда у нас есть единомышленники. И это может быть для вас неожиданно. Неожиданно твердое намерение процветать. Паш. Пажи – это вестники, поэтому, правда, какая-то новость, не одна, может быть, за этот период времени вас посетит. Есть возможность себе сказать спасибо. Вы, может быть, прежде что-то сделали хорошо за себя самого или за себя саму, порадоваться. Но, как я сказала, твердое намерение процветать, вы тут сами можете корректировать планы. Неожиданно для вас самих. Может быть, это будет как раз связано с какой-то информацией. А может быть, вы, или я бы даже сказала, каждому из вас в той или иной мере придется корректировать эти планы в сторону вот как раз изобилия, процветания, возможностей, не упустить какую-то возможность. И пусть паж земли, это мы только как само намерение, да, процветать, или какие-то первые шаги, решения. Но это будет, может быть, для вас неожиданно. Меняем, как будто походку хочется сказать. Что еще неожиданно? Все начинается, если говорят так, да, дорога в 1000 ли начинается с первого шага. Да, вот есть такое выражение, поговорка. Но я бы сказала, первый шаг начинается с первого решения. Вот оно решение, намерение. А 8 огня – это карта скорости. Кстати, информации тоже. Вы в каком-то информационном потоке, я говорила. И есть и то, чему не следует доверять, но перепроверять. То есть вы должны, словно через ворох информации, вот выудить какую-то долженствующую или реальную, ну, как квинтэссенцию, или какую-то субстанцию, или вот ту информацию, которой можно доверять, или то, что к вашей реальности действительно имеет отношение. Потому что вот перезагрузка, как я только что сказала, вроде как она должна произойти. Это как дорога к успеху, мои дорогие. Ведь в некоторых колодах 8 огня, ну или жезлов, это мы получаем известие, и для нас нам дает пространство, Вселенная, нам дает возможность. И эта возможность, она может приходить совсем не так, как мы ожидали. Но вот запуская этот механизм трансформации. И после, если мы говорим неожиданно, да, решение, первый шаг, может быть, это вот решимость. А потом вы как набираете темп. Набирается темп сам по себе жизненный. Это какая-то активность. Может быть, у вас будет много поездок, мои дорогие, или перемещений. У кого-то буквально до 31 декабря, а у кого-то это ваши планы или коррекция как таковых, да, планов уже на последующий период с заходом на 26 год. Вот здесь вы можете переносить даты, корректировать, как и самих себя в первую очередь, потому что трансформация, но это будет выражаться еще и в каких-то ваших действиях. К чему все идет? Смотрите, десятка воды, десятка чаш. Что может быть лучше? Это где-то полное исполнение желаний, мои дорогие. Правда, все то, что я говорила. А еще это карта семьи, а еще это карта любящих и любимых людей. Это, наверное, вот тот ангел или те люди, которые с нами как заодно. Те, которые нас любят, безусловно, безусловной любовью. Не за что-то, не за наши успехи, не за то, что они там в нас чем-то заинтересованы, правда? Причесывать огрушение, видимо, придется. Именно это имеет какой-то, знаете, как фундамент. Вот вам это нужно пересмотреть тоже, потому что ваш успех, ваша радость, ваше счастье напрямую зависит от этого. Наступает вот такое время. Я должна сказать, для вас ведь даже на перспективу, мои дорогие стрельцы, с заходом на 26 год, это позитивное время. Чтобы много не говорить, я вас приглашаю на свой сайт. У меня есть «Кармический декабрь», такая статья, и есть другие статьи «Коридор возможностей» на 2026 год, и почему будет особенным 2026 год. Вот перейдите, прочитайте, я думаю, подсказок будет больше.
Там вы найдете подсказки и для своего знака зодиака. Поэтому переходите под видео, там у меня ссылки как и на сайт, кстати, на телеграм-канал, кому это удобно, в одном месте, да, я стараюсь вот соединять публикации как из сайта, так и с 3 YouTube-каналов, вот кому это удобно, пожалуйста, буду вам искренне рада, подписывайтесь на телеграм-канал тоже. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что откликаетесь и пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, мои дорогие любимые стрельцы. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.